Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, каких советов и рекомендаций стоит придерживаться, чтобы 2024 год для вас был счастливым, изобильным, радостным, а также все то, что вы запланировали и задумали, обязательно осуществилось. А прямо сейчас напишите в комментарии следующую фразу: «Новый 2024 год для меня изобильный, счастливый, радостный. Истина да будет так». И пусть Вселенная обязательно это вернет вам в троекратном размере. Мы все, независимо от возраста, любим и ждем Новый год. Одни люди считают, что в этот период мечтам и желаниям свойственно сбываться. Другие же считают, что это время перемен, которые смогут открыть перед ними новые перспективы. А также есть категория людей, которые считают, что Новый год способен кардинально изменить жизнь в лучшую сторону, оставив позади все проблемы, неприятности и даже беды. Каждая категория этих людей права, так как Новый год – это сакральное время, и он способен менять все то, что определенный человек желает. Главное – уметь правильно этим временем воспользоваться, а это немаловажно. Нужно начинать готовиться к встрече Нового года заранее, изучить все правила, советы, связанные с ним, а когда он придет, уже знать, что и в какое время нужно делать. Важно обращать внимание на народные приметы, которые помогут сделать предстоящий год счастливым, удачным и перспективным. 2024 год, друзья, это год зеленого деревянного дракона. И дракон – это мифическое животное, но, глядя на него, все-таки хочется испытывать только положительные эмоции. Хочется улыбаться, и, вы знаете, хочется, чтобы действительно новый 2024 год принес нам много положительных эмоций, счастливых моментов, а также приумножил все то, что мы имеем, и помог привлечь в нашу жизнь благополучие, достаток, удачу, успех и стабильность. Дракон, обращаем ваше внимание, это также и подвижное животное. Это говорит о том, что энергии грядущего года не будут стоять на одном месте, а находиться в постоянном движении. Поэтому нужно использовать их себе во благо, соблюдая их ритм и добиваясь с их помощью новых и новых свершений. И в каждом доме обязательно произойдут приятные события, которые сделают семью еще крепче, а любовь будет окружать всех. Давайте проговорим о том, на какие моменты обязательно нужно обратить внимание, чтобы 2024 год был для вас незабываемым, и вы с радостью о нем вспоминали потом. Итак, вы до Нового года должны рассчитаться со всеми своими долгами, если таковые имеются. Если долг слишком велик, вы должны отдать его большую часть и попросить, чтобы тот, кому вы должны деньги, не злился на вас, и чтобы он озвучил, что не испытывает дискомфорт из-за того, что вы не отдаете деньги. Тогда денежная энергия не уйдет от вас. Если же вы должны деньги в банк, также постарайтесь выплатить как можно большую сумму. А 31 числа откройте окно и проговорите такие магические слова: «Я обещаю, в 2024 году все как можно скорее верну. Денежная энергия меня не оставляй, мой дом в новогоднюю ночь не обминай». Это поможет вам не растерять денежную энергию. Также, чтобы привлечь денежную энергию в большом количестве в свой дом, вокруг ножки елки выложите круг из желтых монет. При этом проговорите такие слова: «Денежную энергию в дом привлекаю. В беспрерывное движение ее запускаю. Проблемы с деньгами мне теперь нипочем деньги. День изо дня будут наполнять мой дом». Каждому гостю, который от вас уже будет уходить, нужно дать по монете. А то те, которые у вас останутся, обязательно отдайте нуждающемуся. И вот такое простое действие очень быстро привлечет в ваш дом потоки денежных энергий. Обязательно в левый карман одежды положите, когда будете праздновать Новый год, купюру большого номинала желательно. Хорошо, если в серийном номере будет цифра 8. Это поможет вам обязательно разбогатеть.
Для того, чтобы не знать проблем с деньгами и всегда было за что купить продукты, положите в холодильник в новогоднюю ночь кусочек ткани обязательно зеленого цвета, завязанный в узелок, в котором должны находиться 3 монеты одинакового цвета и номиналы и 3 щепотки корицы, а на следующий день спрячьте его на кухне, вдали от глаз. Если разобьете на Новый год какую-то елочную игрушку, пожалуйста, не расстраивайтесь, знайте, это к прибыли. Положите под все тарелки гостей и свою по 3 зернышка пшеницы. Когда все разместятся за столом, трижды про себя проговорите такие слова. Финансы приумножаются, по дому распространяются, с положительными энергиями переплетаются, в нужный посыл преображаются и в нужный час отправляются. Это нам всем помогает и благополучием нашу жизнь наполняет. Утром обязательно пшеницу скормите птичкам. Ни в коем случае нельзя убирать в доме 31 декабря. Таким действием вы разгневаете символ 2024 года, а также перекроете потоки положительных энергий к вам, из-за чего у вас получится энергетический застой из старых энергий, и вы не сможете их обновить. Поэтому рассчитывайте свои силы так, чтобы на это число в вашем доме и в шкафах был наведен порядок. Все находилось на своих местах. Нигде не было ни пыли, грязи, надбитой поврежденная посуда должна быть вынесена из дома, а в воздухе летать счастье. Приобретите елку, она обязательно должна находиться в доме. Лучше, если она будет натуральная, так как это дерево сильная энергетика и благодаря своей форме может приумножать энергии, которые наполняют дом и в нужный момент отправлять сильный энергетический посыл, действие которого вы очень быстро ощутите. Но если у вас не получается приобрести такую елку, установите искусственную, но возле ее верхушки разместите натуральную веточку. Это поможет сделать ее энергетически сильнее и наделить теми же свойствами. Под елкой разместите символ этого года и от души попросите его о том, что вы желаете больше всего. Главное, проговаривайте это искренне и не повторяйте за кем-то. Это должно быть только ваше собственное желание. Для того, чтобы изобилие наполнило ваш дом, нужно красиво засервировать стол. Хорошо, если вы сможете приобрести новогоднюю скатерть, на которой будет изображен символ 2024 года. Дракон. Это покажет символу этого года, что вы ожидаете в своем доме. Если такую скатерть у вас не получится купить, обязательно застелите стол абсолютно новой скатертью, которую нужно будет вынуть из коробки или из пакета 31 декабря. Но скатерть не должна быть подарена, а только куплена вами собственноручно. Так, во-первых, вы не знаете, с какими помыслами вам ее подарили, а во-вторых, вложив в нее деньги, в Новый год вы запустите беспрерывный денежный поток в вашу жизнь. Под скатерть разместите 8 купюр любого номинала. При этом проговорите такие слова: «Новый год денег мне принесет, меня удивит и финансово одарит». После празднования Нового года деньги спрячьте в укромное место, а 8 января потратьте их, купив что-то для себя и для своей семьи. Стол также должен быть полон разных блюд, обязательно разнообразие. На столе должны быть различные овощи, в обязательном порядке зелень, зеленый лук и, конечно же, блюда, в которых должны присутствовать то, что любит у нас дракон. Могут быть и фрукты, но обязательно, обратите внимание, они должны быть оранжевого и желтого цвета, чтобы привлечь больше денежной энергии. На столе может присутствовать мясо, но ни в коем случае не должна быть крольчатина и зайчатина, а также курятина. Иначе притянете вы свой дом беды, и 2024 год ничего хорошего вам не принесет. Первый стол не должен содержать мясо. Делайте акцент на зелени, на салатах. Возьмите как вариант вкусные сыры. А на второй стол можете его подавать. Также можете подавать и мясные закуски. Также обращаем ваше внимание, что дракон не любит одиночество, поэтому этот год нужно встречать в большой компании близких, родных людей, а также друзей. Желательно на столе расставить новый сервиз посуды. Это могут быть как тарелки, так и посуда для питья. Такое действие поможет притянуть успех в новом году всем тем, кто будет есть из таких тарелок или пить из такой посуды. В
комнате, где будете праздновать, разместите 8 больших свечей красного или желтого цвета. Это поможет вам притянуть в новогоднюю ночь финансы и изобилие в свой дом. Перед тем, как одевать вещи для встречи Нового года, обязательно 31 числа вечером искупайтесь. Это поможет вам смыть все проблемы прошлого года и привлечь только нужные энергии. Обязательно обзаведитесь какой-то новой вещью. Хорошо, если это будет вещь, о которой, например, вы давно мечтали, и надев которую вы будете излучать только положительные энергии, так как в новогоднюю ночь это все в несколько раз увеличится. Ни в коем случае нельзя, чтобы ноги были без обуви. У всех членов семьи на ногах должны быть красивые туфли или же в крайнем случае тапочки, но обязательно новые, иначе в вашем доме не будет достатка на протяжении всего года. Как вы не будете стараться, вы не сможете его притянуть. Если в предновогодний день, в новогоднюю ночь или на следующий день после Нового года к вам прибьется какое-то животное, обязательно оставьте его у себя. Это говорит о том, что год подарит вам возможность привлечь счастье в свой дом в большом количестве. А также благодаря такому действию на протяжении всего года ваш дом будет наполнять только светлые энергии. А с данным животным вы быстро станете друзьями, и оно будет вас радовать, помогать и оберегать вас. Также обращаем ваше внимание, что 1 числа 2024 года в ваш дом первым должен зайти мужчина или мальчик. Когда будет переступать порог, про себя проговорите такие слова: с этим человеком удача в дом входит и больше из него никогда не выходит. Всех членов моей семьи окружает и во всем им помогает. Если, выйдя на улицу 1 числа, вы встретите на своем пути большую светлую собаку, это будет означать, что в новом году вас ожидают прекрасные перемены. Если встретите маленькую собаку, это означает, что произойдет очень приятное знакомство, которое способно повлиять на вашу жизнь. Также обращаем ваше внимание, нужно 31 числа, 31 декабря купить новый веник в дом. И обязательно избавиться от старого. Нужно заговорить новый веник на добро, и чтобы он помогал вам защищать ваш дом. Так как веник – это оберег дома, положите в его ручку купюру любого номинала, которая обязательно должна быть сложена в квадрат. Привяжите к нему 3 ленточки, одну зеленую, вторую красную, а третью уже на ваше усмотрение. Она должна помочь вам притягивать то, что вы пожелаете. Когда все будет готово, делайте ним вокруг себя 3 круга и при этом проговорите трижды такие слова: оберег ты мне помогай, дом наш оберегай, негатив из него убирай, злых людей выгоняй, пусть если со злом, кто в мой дом придет, тут же его покинет и больше не придет. Положительной энергией привлекай и добром дом наделяй. Проделав это, разместите его обязательно щетиной вверх. Есть, конечно же, и плохие новогодние приметы, о которых вы должны знать, чтобы нейтрализовать весь негатив, который они могут притянуть в вашу жизнь в новом году. Итак, например, если вы споткнетесь в новогоднюю ночь, это будет означать, что вас ждут неудачи, которые способны вам сильно навредить. Чтобы этого не произошло, сразу же после того, как вы споткнулись, повернитесь через левое плечо и проговорите такие слова: неудачи мою жизнь не посещают, так как их место счастливые моменты занимают. Если что-то плохое ко мне постучится, я его в свою жизнь не впущу, прочь уйдет и больше ко мне не придет. Так вы быстро нейтрализуете негатив, и вам не нужно будет ни о чем переживать. Если разобьете что-то из питьевой посуды, бокал, стакан, чашку и так далее, это приведет к ссорам. Поэтому, чтобы такого не было, сразу посыпьте разбитый предмет солью, после чего уберите его и при этом обязательно скажите такие слова: никаких ссор не будет в моем доме, только любовь и взаимопонимание его наполняют, а плохие энергии в него не поступают. Главное, делайте все быстро и уверенно. Старайтесь не встречать Новый год в одиночестве. Но если так получилось, то под бой курантов проговорите такие слова: я мысленно с теми, кого люблю. Одиночество не ощущаю и его к себе не притяну.
Нужно даже, чтобы, если вы на Новый год одни, все равно обязательно его отметить. Если будете ложиться спать и не сделаете этого, то, к сожалению, оттолкнете от своего дома положительные энергии и счастливые события. Вы можете не сидеть долго, но встретить его по правилам все-таки нужно. А вот категорически нельзя плакать на Новый год, так как это принесет вам разочарование, и вы проплачете весь год. Поэтому отпустите все проблемы, печали, настройтесь на то, что новый 2024 год будет для вас самым лучшим. И так обязательно и случится. Также нельзя ничего одалживать в новогоднюю ночь, так как человек может к вам прийти не с чистыми помыслами и отобрать у вас ваши сильные энергии. Поэтому, чтобы не рисковать, откажите в такой просьбе, независимо от того, кто и зачем к вам пришел. Немаловажным является и запрет, многие из которых люди не знают, и когда начинают делать эти действия, сразу отталкивают все светлые и положительные энергии, которые притянули в свою жизнь в новогоднюю ночь. Поэтому нельзя убирать и 1 января. Такое действие уберет из вашего дома денежную энергию. Не выбрасывайте мусор, продукты с новогоднего стола. Если что-то вам не подходит, скормите животным, иначе у вас возникнут проблемы с деньгами. Также нельзя ругаться, лучше промолчите, иначе в семье будут недопонимания на протяжении года. Не берите в долг деньги или что-либо другое, иначе это приведет к безденежью. Не обижайте животных, навлечете на себя беды, наоборот, покормите, это поможет притянуть добро. Когда загадываете желание в новогоднюю ночь, выбирайте желание, не связанное с деньгами, а просто поблагодарите о том, что они у вас есть. Это действие поможет притянуть деньги и не растерять их. Также в желании не должна присутствовать частичка «не». Говорите уверенно, и судьба любит уверенных в себе. И тогда это обязательно у вас будет. Поэтому соблюдайте все правила, внимательно за своими мыслями следите в Новый год. Думайте только о хорошем, умейте прощать и отпускать все плохое. Цените близких и родных людей, тогда 2024 год будет для вас годом счастья, удачи, благополучия, а финансовая стабильность и любовь будут вашими спутниками. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.